Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где сегодня уже такое количество видео, что вы действительно можете найти ответ на любой интересующий вас вопрос. Есть инструменты для улучшения во всех сферах жизни, ну и, конечно, исполнения желаний, достижения целей, медитации, практики, саблиминалы, даже ритуалы. Все в ваших руках, только вы можете помочь себе. Я, можно сказать, даю вам инструменты, которые вам помогут изменить ваше внутреннее состояние, и, соответственно, от вашего внутреннего состояния, от того, на чем вы концентрируетесь, зависит то, что с вами происходит в будущем. Поэтому помните об этом, и действительно вы творец своей жизни. Ваша концентрация, ваше стремление и ваши мысли создают события, притягивают людей, притягивают ситуации, события. Короче, все, что с вами происходит. Поэтому возьмите под контроль свои мысли, и тогда вы сможете взять под контроль свою жизнь. Сегодня, как и каждую неделю, самое основное, на что обратить внимание в ближайшую неделю, сейчас стихия воздух, знаки зодиака Близнецы, Весы и Водолеи. Как всегда, помните про акцендент. Акцендент влияет вот именно на ваше внутреннее состояние, соответственно, он влияет на вашу концентрацию, на ваши мысли и на то, что с вами происходит. Для того, чтобы получить полную картину и понять, что было бы здорово сделать, если вы хотите воспользоваться моими советами, конечно, то тогда было бы здорово смотреть ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Сегодня немножко другая последовательность. Сегодня я использую колоду «Ангельская терапия». Хочу вам сказать, очень хорошая энергия у этой колоды, и она дает дополнительные советы и действительно тоже показывает, что произойдет с вашим желанием. Поэтому загадывайте ваше желание, прежде чем мы начнем расклад. Я выложу лицом вниз карты под каждый знак зодиака, пусть наполняется вашей энергией, тогда будет, как я понимаю, более четкий ответ, и, соответственно, в конце видео я открою эти карты и посмотрю дополнительные советы и, конечно же, что же произойдет с вашим желанием. Поэтому загадывайте ваши желания, ну а я выкладываю карты. Вот так. Все. Это я сделала. Пусть они наполняются энергией и, соответственно, дадут нам в конце видео ответ. Ну а сейчас, мои дорогие ветерки, сосредоточьтесь, как всегда, на себе любимых. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и, конечно, обязательно улыбнитесь. Помните, улыбка улучшает жизнь. Кстати, на следующей неделе я буду выпускать новогодние гадания, новогодние расклады, где вы сможете посмотреть именно, я не буду предсказывать именно события, я хочу сделать это в стиле, как улучшить ситуации, что сделать для того, чтобы вы в 2023 году могли достигать того, что вы хотите, и будут это несколько видео, они будут по сферам жизни. Отношения, потом будет работа, карьера, бизнес, финансы и, конечно же, здоровье.
И опять же, я повторяю, это мой будет подход к раскладам. Абсолютно я не буду говорить только события. Да, конечно, мы будем смотреть, если нам нравится карта, значит, я по ней рассказываю и говорю, что вот то. Если нам карта не нравится, мы ее закрываем до той поры, пока мы не видим. Или, может быть, я еще подумаю, как это лучше сделать, или я выкладываю следующую карту, что же сделать для того, чтобы избежать, что же сделать для того, чтобы улучшить. Вот такие расклады будут в ближайшую неделю перед Новым годом, поэтому подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, и нажимайте колокольчик, соответственно, чтобы не пропустить. Ну что, все рассказала, информацию дала, поехали смотреть, на что обратить внимание в ближайшую неделю. Давайте. Начинаю с Близнецов. Планирование. Прекрасная неделя для того, чтобы планировать что-то, но планировать что-то не чтобы оно осталось лежать на полке мечтаний, а то, что вы действительно понимаете, вы можете сделать. Я не вижу каких-то великих действий и великих изменений в ближайшую неделю. Больше я вижу, это даже не заминка, это даже время, которое вы, скорее всего, возьмете для себя, именно для того, чтобы оценить, переоценить и понять, что же точно вы можете сделать в ближайшее время. Ну, для каждого из вас это будет что-то свое, в том смысле, каждого из вас интересует свой вопрос и свои продвижения, и своя жизнь. Поэтому прекрасный день для планирования и прекрасный день для того, чтобы с минимальными действиями достичь чего-то. Если есть что-то, что нуждается в завершении, и оно действительно требует минимальных затрат энергии, образно говоря, тоже было бы здорово делать. Что-то великое, большое, вот эта карта говорит о том, что не будет хватать вам сил, не будет хватать вам информации для того, чтобы делать что-то большое. Тут надо действительно планировать и собирать информацию. Весы. Смотрим. Весы у вас, я хочу сказать, что у многих весов идут какие-то празднования, идут какие-то, можно даже сказать, большие даты. Это не корпоративы, это больше свадьбы, бар-мицвы, бат-мицвы, какие-то юбилеи. Не обязательно, что это у вас, но тут я вижу, что многие из вас будут посещать. Именно будет подготовка и посещение. Если это у вас, значит, вы полностью будете заняты именно подготовкой вашего события. Для тех, у кого, смотрите, не все будут что-то праздновать, хочу сказать, что какое-то промежуточное достижение, это еще не победа, но это уже видение результата и видение улучшения. Если есть какие-то задачи, задачи всегда есть, я имею в виду, я называю проблемы задачами, их легче решить. Так вот, если есть какие-то проблемы, прежде всего, назовите это задачей. Подсознательно вам станет легче. Да, это не происходит по щелчку пальца, но в то же время это происходит, можно сказать, как бы через день, максимум через 2, вы начинаете ощущать, что вы видите решение задачи, что вы видите выход из положения.
И вот тут именно это и будет. Вы будете видеть выход из положения и будете знать, что вам делать для выхода из, может быть, даже нелегких положений. Полны энергии будете. Конечно, тут что получается? Вы, весы, любите много анализировать и уже потом действовать. Тут получится, что анализ будет минимальный, а вот действий будет много. Но я не чувствую и не вижу, что это будет каким-то образом вас стягивать, вас закрывать, что вы будете уставать. Нет. Будет достаточно энергии. Вот если я близнецам сказала, что у них не будет достаточно энергии для каких-то свершений именно, то у вас будет достаточно энергии, сил и стремления для того, чтобы делать, достигать, отвечать и получать результаты. Ну и водолеи. Давайте посмотрим, на что вам обратить внимание. Вы обратите внимание, во-первых, могу сказать, что слишком много будете анализировать в ближайшую неделю, эта карта говорит. Также эта карта говорит, что ваш анализ будет опираться на ваш прошлый опыт. И тут есть двойное, можно сказать, двойное проигрывание. Одно проигрывание. Если вы будете опираться на прошлый позитивный опыт, который привел вас к чему-то или который направил вас куда-то к улучшению, то это здорово. Концентрируйтесь и вперед. А вот если будете опираться на негативный опыт и сидеть переживать, что опять что-то не так, так я и знал, так я и знала, и будете все это, простите за тавтологию, мусолить, то тогда это может вам навредить. Также по этой карте все-таки будут вас преследовать события из прошлого, люди из прошлого. Что значит преследовать? Вот то, что я сказала, дежавю, будут происходить события, которые будут очень похожи на то, что было в прошлом. И если это что-то негативное, то вам было бы здорово отпустить кого-то или что-то из прошлого, перестать обижаться, перестать раздражаться, перестать думать о том, что раз это было в прошлом, значит это может повториться. Нет такого правила. Это только ваши установки, ваши, можно сказать, приобретенные опыты, которые, может быть, из-за того, что вы не научились отпускать прошлое, возвращаются к вам. И все идет по кругу у многих из вас. Так вот, если это хорошее идет по кругу, вперед, концентрируйтесь, культивируйте, это что-то прекрасное. Ну а вот если это негатив, то тогда стоит задуматься, что же внутри вас, с вашими мыслями, потому что все в вас. Не пытайтесь, вот тут еще будет человек из прошлого. По принцу, скорее всего, это мужчина, но так как я рассматриваю в данном контексте эту карту как человека из прошлого, это может быть и женщина, молодая женщина, молодой мужчина. Так вот, я могу сказать, что для некоторых из вас именно отношения с этим мужчиной, что-то, что происходило с этим мужчиной, будет повторяться. Может быть с ним, а может быть с кем-то другим. Также и с женщиной. Что-то будет... А это почему? Потому что при каком-то определенном опыте прошлом вы решили, что это ваша карма. Могли даже забыть потом. Но, соответственно, оно возвращается. Вот это и называется кармой, потому что вы притягиваете это. Поэтому только отпускание, только благодарить
за опыт, благодарить за то, что произошло, даже если это был негативный опыт, все равно за него надо благодарить. И сказать себе, что прошлое остается в прошлом. С собой из прошлого можно взять только все самое лучшее, на чем концентрироваться, что культивировать и вперед, как идти дальше. Ну, а тут я еще сказала, что появятся люди из прошлого. Тут это, скорее всего, прошлые партнеры, не в бизнесе, а в межличностных отношениях, с которыми завершилось все не совсем позитивно, и, соответственно, человек придет, тут я могу сказать, от вашего внутреннего состояния зависит, придет человек с миром или человек придет, образно говоря, воинственно настроенный. Вот как вы относитесь к этому человеку, такое отношение и будет. А уже принимать, не принимать, общаться, не общаться, двигаться в его сторону или в ее, или в обратную, это ваш выбор, потому что вот возвращение притянули тоже вы сами. Ну и общий совет для стихии воздух. Вот общий совет для стихии воздух, и в принципе это касается всех, но особенно это важно для водолеев. Выйдите за рамки своих ограничений. Только вы себя ограничиваете в том, что вы можете сделать, и в том, что вы можете получить в своей жизни. Освободите себя внутренне прежде всего, наполнитесь доверием, уверенностью и любовью прежде всего к себе, и тогда все задачи будут решаться легко, и вам легко будет достигать всего того, что вы хотите. Вот такая неделя идет у стихии воздух. Ну и теперь, как я и сказала, поехали, давайте посмотрим, что же нам посоветуют ангелы, ангельская терапия, и что же они скажут по поводу вашего желания. Вишудея, ангелы помогают вам говорить правду с любовью. Ну, смотрите, я хочу сказать, что вот по этой карте в ближайшую неделю ваше желание не исполнится, потому что для некоторых из вас это не ваше желание, потому что есть слова, которые и говорят, правда, это не ваше истинное желание. Действительно, подумайте, любите ли вы то, что вы пожелали, хотите ли вы, чтобы то, что вы пожелали, исполнилось. Представьте себя, когда ваше желание исполнилось, что вы ощущаете. Комфорт, дискомфорт. Если дискомфорт, значит, это не ваше желание. Формулировка. Помните о формулировке вашего желания. Но еще я опять повторяюсь, я уже сказала это, когда я делала предсказания для близнецов. Смотрите, чтобы то, что вы планируете, не осталось на уровне планов. Нужны действия. Ну и, конечно, так как мы смотрим именно ангельскую терапию, как мы смотрим колоду ангелов, попросите о помощи, если она вам нужна. И не обязательно у физического лица. Поговорите со своим высшим «я», со своим внутренним, со своим подсознанием. Можете поговорить со своим ангелом-хранителем. Каждый из нас его имеет вне зависимости от нашего вероисповедания. Я не рассматриваю ангелов и ангелов-хранителей с точки зрения религии. Я рассматриваю их с точки зрения веры. Подумайте, религия и вера – это два абсолютно разных направления. Вот как-то так. Весы. Что же вам скажут? Будьте готовы прощать.
попросите ангелов очистить ваши мысли и тело от прошлой боли взамен на умиротворение. Смотрите, для того, чтобы ваше желание исполнилось, необходимо что-то из прошлого, что мешает вам до сегодняшнего дня, отпустить. Оно мешает исполнению вашего желания, оно мешает вам, скорее всего, по жизни. Это то, о чем я говорю всегда. Очистить ваши мысли. Правильно мысля, правильно концентрируясь, ваше желание исполнится. Если не в ближайшую неделю, то скоро. Все зависит от вас. Ну и водолеи, давайте посмотрим, что же с вашим желанием. Разбейте ваши узы. Вот так. Как интересно помогают колоды, когда они чувствуют энергию все-таки. Попросите Архангела Михаила разорвать старые привязанности и освободить вас от разрушительных эмоций. Кстати, у меня на канале есть практика разрывания негативных энергетических связей, и именно в обращении к Архангелу Михаилу. Я под видео и в верхнем правом углу выставлю именно ссылочку на это видео. Послушайте его несколько дней, пару раз. Во-первых, придет освобождение, вы разорвете те энергетические связи, которые мешают вам, которые сосут из вас энергию. И, соответственно, улучшение энергетического фона, повышение вибраций и принесет вам улучшение внутреннего состояния. Улучшение внутреннего состояния принесет улучшение мыслей, а улучшение мыслей и концентрации принесет исполнение желаний. Но вам надо немножечко поработать над собой, прежде чем исполнится ваше желание. Ну вот такая интересная неделя идет для стихии воздух. Рассказала все, на что обратить внимание. Ну и, конечно, желаю вам счастья по умолчанию. В начале видео я уже сказала, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пальчик вверх. Это не только ваша благодарность за мой расклад, это наш обмен энергией. Хотите получить мою позитивную энергию в ваше служение? Вот для водолеев особенно вижу это надобность. Поставьте лайк, поставьте пальчик вверх, и вся моя позитивная энергия уйдет к вам. Ну и желаю вам всего самого-самого хорошего. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.